From my personal experience, the person who is the most interested in the eternal that I ever met was Srila Prabhupada. Из моего личного опыта я могу сказать, что человек, который был больше всего сосредоточен на вечном или заинтересован в вечности, был Шрила Прабхупада. One time, the first time I saw Srila Prabhupada, Первый раз, когда я увидел Шрилу Прабхупаду, directly, непосредственно, прямо, was at the airport in Buffalo in 1969. это было в аэропорту в Баффало в 1969 году. When I first joined the movement, I was very reluctant to bow down. Когда я только что присоединился к движению, мне очень не хотелось кланяться. Because I came from a culture where it was considered to be not very sophisticated to bow down to anyone. Потому что я родился в культуре, где поклоны считались очень не очень престижным занятием. Yes. So our temple that we came from was very small. Храм, в котором мы были, был очень маленьким. It was formerly a railroad shack. Это была Railroad post, just a house for people. Это была сторожка для каких-то людей, которые на железной дороге работали до того, как он стал храмом. It had enough room for the 5 devotees who were living there. Там с трудом помещались 5 преданных, которые там жили. Since we had 5 devotees, we were considered a maha big temple. Так как у нас было уже целых 5 преданных, наш храм считался маха большим. But in the temple we had the altar. As soon as you walked through the door, the altar was right there. И как только вы заходили в дверь, вы сразу же видели алтарь, который был в нашем храме. So as soon as you walked into the building, you had to pay obeisances. Поэтому, если для того, чтобы пройти через это здание, вам нужно обязательно поклониться. There's only one room downstairs. На самом деле, на первом этаже была только одна комната. And a little kitchen. И небольшая кухня. So when you went into the building, you paid obeisances. Поэтому нам нужно было войти в дверь, поклониться. When you walked to the kitchen, you paid obeisances. Когда мы входили в комнату, в кухню, нам нужно было кланяться. When you came downstairs, you paid obeisances. Когда мы спускались вниз, нам нужно было кланяться. So practically speaking, the whole day you were just paying obeisances. И поэтому практически целый день проходил в том, чтобы мы кланялись и кланялись. So that after a few months, I got a little used to it. Месяца через 2 я понемногу привык к этому. But I thought, Srila Prabhupada's coming to the airport. I have to remember when I see him to pay obeisances. Но при этом я думал, Шрила Прабхупада прилетает в аэропорт, и мне обязательно нужно запомнить, когда он выйдет, я должен поклониться ему. Prabhupada came to the airport. Шрила Прабхупада пришел в аэропорт. Sometime in, I think it was March of 1969. Был где-то март 1969 года. And I saw him walking down. Я увидел, как он спускается. And I thought he was floating. И мне показалось, что он не касается земли. So I was so struck with wonder, I forgot to pay obeisances. Я настолько был поражен этому, что я забыл поклониться. So Prabhupada, I had the opportunity to spend a week with him. У меня была возможность провести целую неделю со Шрилой Прабхупадой. And I was just amazed because I spent sometimes hours with Srila Prabhupada. И я был полностью поражен. Иногда я проводил со Шрилой Прабхупадой много часов подряд. And to me, he looked like he was always meditating on Lord Krishna. И мне казалось, что он постоянно размышляет о Господе Кришне, медитирует на него. That before I joined the movement, I thought I was a yogi. До того, как я присоединился к движению, я считал себя йогом. I used to spend 8 hours a day doing yoga. Я проводил где-то часов по 8 в день, занимаясь йогой. Trying to meditate on the something. Пытаясь медитировать непонятно на что. And when I saw Srila Prabhupada, I actually saw someone who had the perfection of meditation. И когда я увидел Шрилу Прабхупаду, я на самом деле увидел человека, который достиг совершенства в медитации. One time I was sitting in Srila Prabhupada's room.
Однажды я сидел в комнате Шрилы Прабхупады. And Prabhupada was preaching to another devotee and myself for some hours. Шрила Прабхупада проповедовал в этой комнате мне и еще одному преданному в течение нескольких часов. And every once in a while, Srila Prabhupada would stop what he was saying to us. Периодически Шрила Прабхупада делал паузу. He picked up his beads and started to go Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Брался за четки и начинал повторять Харе Кришна. And he said, if you ever have some time, then chant Hare Krishna. Он говорил, если у вас появляется какая-то свободная минутка, повторяйте Харе Кришна. And Prabhupada was talking to us. Шрила Прабхупада, он разговаривал с нами. And I was getting a little bored. И мне немножко скучно стало. And I thought, let me meditate on Srila Prabhupada's aura. И я подумал, дай-ка я помедитирую на ауру Шрилы Прабхупады. Because I was practicing that for some time, meditating on people's auras. Потому что я практиковал это в течение какого-то времени, я медитировал на ауры людей. And as soon as I started to do that, и как только я принялся делать это, Prabhupada looked at me. Шрила Прабхупада взглянул на He меня. said, our process is not yoga, it's bhakti. Он сказал, наш метод это не йога, это бхакти. So that was my last meditation on anyone's aura. Это была моя последняя медитация на чью бы то ни было ауру. So Prabhupada was a person who was a devotee. He was always in trance meditating. Шрила Прабхупада был человеком, он был преданным, и он постоянно находился в трансе медитации. But what was his meditation? Но на что он медитировал? Srila Prabhupada was always meditating on his spiritual master. Шрила Прабхупада всегда медитировал на своего духовного учителя. Because he was always executing the order of his spiritual master. Потому что он всегда восполнял волю своего духовного учителя. Very simple order. Очень простой приказ. Well, a number of orders. If you ever get money, then print books. На самом деле было несколько повелений. Если у тебя появятся деньги, печатай книги. Go to the Western world and give the Krishna consciousness to the people there. Отправляйся на Запад и дай сознание Кришны людям Запада. This will do good for you and it will be good for everyone else. Это принесет благо тебе и всем остальным. So Prabhupada took these orders seriously. Шрила Прабхупада принял эти повеления, распоряжения своего духовного учителя очень серьезно. And therefore he always had the association of his spiritual master. Поэтому он постоянно общался со своим духовным учителем. And his spiritual master always had the association of his spiritual master. А его духовный учитель постоянно общался со своим духовным учителем. And this way, Srila Prabhupada had not only the association of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada eternally, but also the association of Srila Gorakishore Das Babaji. Таким образом, Шрила Прабхупада всегда находился не только в обществе своего духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупада, но и в обществе его учителя Гауракишора Даса Бабаджи. And it goes all the way down in our disciple succession, this meditation. Таким образом, наша медитация достигает до самого основания нашей ученической преемственности. Not just meditation, but actual spiritual association. И на самом деле это не просто какая-то медитация, это реальное духовное общение. Our whole line of acharyas, все наши ачарьи в нашей цепи, the 6 Goswamis, 6 Госвами, the Panchatattva, Панчататтва, headed by Lord Chaitanya Mahaprabhu, во главе с Господом Чайтаньей Махапрабху, who was always in Vrindavan with Krishna and his associates. который всегда находится во Вриндаване с Кришной и его спутниками, feeling transcendental separation from Krishna and his associates in Vrindavan. испытывая трансцендентную разлуку с Кришной и его спутниками во Вриндаване. And therefore always associating with the transcendental pastimes of the Supreme Lord.
Таким образом, постоянно находящийся в соприкосновении с трансцендентными лилами Верховного Господа. That when I associated with Prabhupada, that's what, many times that's what I experienced. И именно это я испытывал, когда находился в обществе Шрилы Прабхупады. That not only Krishna, well, I didn't know who was there, but Я точно не мог сказать, кто там находится в это время. but obviously a good part of the spiritual world was there. Но для меня было совершенно очевидно, что в этот момент рядом со Шрилой Прабхупадой находилась значительная часть духовного мира.